Добрый вечер, Михаил, добрый вечер. Давно не виделись. И не говорите. Рад видеть. Взаимно. Я могу начать? Ну, давайте, рубите. Добрый день, Михаил, пишет мне Алина. Меня зовут Алина. Мне 16 лет, и я уже больше года переписываюсь с парнем из России. Мы друг другу нравимся, но все не можем встретиться. Я с Украины. Из-за непонятных перспектив мы не знаем, стоит ли продолжать такое. Я часто пробовала прервать общение, но в итоге сама и возвращаюсь. Больно не иметь возможности увидеться. Заиметь тактильное ощущение по типу объятий. Но в 16 лет я бы еще хуже сказал бы. Вы бы сказали обнимашки? У нас не было такого слова. Почувствовать другого человека, так сказать. Нам в целом нравится общаться, но парень часто затрагивает будущее. Пытается конкретизировать, а это в буквальном смысле он вгоняет меня в ступор. Просто он идет дальше этой встречи вплоть до совместного проживания, а я не могу этого представить. Как считаете, что нам стоит делать и стоит ли забегать вперед? Прям до слез. Во-первых, дорогая Алина, вы лучше найдите способ, как встретиться с парнем. Например, если вы не можете из одной страны напрямую попасть в другую, то вы, скорее всего, можете попасть в третью страну, например, в Турцию какую-нибудь, где, собственно, можете и слиться, как вы пишете. В тактильном экстазе. Да, в тактильном, сейчас. Контакте. Ну, парень пошла, как вы дальше, как ваш парень, и пишет уже про экстаз, а не просто по контакту. Был такой журнал «Фитиль» в советское время, и в одном из номеров за 65-й год была великая фраза: «Кто не хочет, ищет причины, а кто хочет, ищет возможности». И я вам желаю, чтобы вы такую возможность встретиться нашли. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Меня зовут Владимир. У меня такая проблема. Когда предстоит что-то сделать, пойти куда-то там на собеседование или еще что-то, то у меня в голове возникают мысли, что ко мне отнесутся плохо, что какой-то негатив будет. И на фоне этого у меня меняется решение, и вообще по-другому начинаю воспринимать эту ситуацию. То есть адекватно не могу воспринимать, что это и как с этим бороться. Ну, что это надо разбираться подробно и индивидуально, но не в рамках радиостанции. Это тревожность, это неуверенность, и когда они вместе, они, к сожалению, создают много проблем. Теперь как проблемы решать? Тревога – это такая эмоциональная сфера, которая, собственно, и заставляет вас переживать, страдать, иногда, наверное, даже отказываться от похода, настраиваться негативно и так далее. Я думаю, вам надо разумом, знаете, представьте, что ваш мозг, он как бы несет впереди себя фонарь, который издает луч света. Ой-ой-ой. Прервалась у нас связь? Связь прервалась, человек все слышит. То есть вы как бы освещаете тьму ваших страхов светом вашей мысли. И вы просто вслух прямо можете разговаривать с собой следующим образом. Что я боюсь? Почему они должны отнестись ко мне плохо? Что я буду делать, если они отнесутся ко мне плохо? Как мне разговаривать? Как мне не растеряться? Как мне чувствовать себя уверенно? Как мне игнорировать эти мысли и так далее? И вы знаете, когда человек начинает рационализировать свои эмоции, очень часто что происходит, что уходит вот эта тревожность. Вы как бы вы ее вынимаете на свет, что ли. И она просто вся облучается перед силой мысли и исчезает. Кстати, я сейчас недавно вспомнил, господи, как это называется? Когнитивное искажение. Диссонанс. Нет, искажение. Это самая модная тенденция в мировой психологии, и двое из них получили Нобелевскую премию, и ни один из них не психолог. Но это отдельный разговор. За когнитивное искажение получили Нобелевскую премию два ученых. Терский и второй, не помню. Каждую весну испытываю желание влюбиться, но я замужем.
У нас 2 детей, все хорошо в отношениях. Почему возникает такая потребность? Нехватка внимания? Хочется трепета, ощущения полета, что с этим делать? Благодарю, пишет там Янина. Но не зря Клара Цеткина, Роза Люксембург свою эмансипацию, господи, я заговариваться начал, да? Только не называйте это когнитивными искажениями. Да, эмансипацию, да. Мне только 60. Эмансипация, точно. Спасибо вам, Мария. Приурочили именно к весенним датам. Потому что весной, как известно, распускаются почки, и не только на деревьях, но еще в головах у людей. Но люди всегда хотят любить и зимой, и осенью тоже. Но весной, видимо, от пробуждения природы и от нестойкой психики, потому что осень и весна – это переходные периоды. И люди эмоционально становятся нестабильны. Вот у вас такое состояние влюбленности, желание все это испытать, а, видимо, семейная жизнь не дает. Поглядите по-новому на мужа, может быть, с ним что-нибудь получится испытать по-новому. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Карина. Я хотела такой вопрос задать. Вот я сейчас еще замужем. Замужем. И мой муж абьюзер конкретный. То есть 12 лет вообще живу в какой-то жести. В общем, сейчас наслушалась и начиталась, и по Инстаграму из вас, и других психологов, понимаю, что, я попала. В общем, надо уходить. Вот, но у нас 2 детей, и вот мы 12 лет прожили вместе, конкретный абьюз, конкретный. То есть, поделитесь, конкретный абьюз, что это значит? Недавно я ему собрала вещи, чтобы он домой вообще не приходит. Раз в неделю он еще и выпивающий, алкоголик, не признает. Это ему каждый 12 лет, его дома вообще нет, то есть он возвращается и все время находит какую-нибудь причину для скандала, чтобы уйти, и потом, я думаю, что он выпивает, чтобы не прийти домой, не ночевать. Я недавно ему собрала вещи, выставила в коридор и говорю, все, развод, собирай. В общем, он эти вещи, когда увозил, растерял 2 пары обуви по одной штуке. Из 2 пар по одной штуке своих любимых кроссовок. И когда через неделю я его все-таки вернула, потому что у меня постоянно ломка, зависимость конкретная. То есть я вначале его выгнала, потом всегда возвращаю, прошу за все прощения, за что даже просто не знаю за что уже. За все прошу прощения, чтобы он только вернулся. И когда он вернулся, вроде все там день нормально, а на следующий день он начал разбирать свои вещи, которые вернул, и обнаружил пропажу, что нет обуви. И он меня заставляет, искать эту обувь и говорит, пока, в общем, то есть мы купили билеты на самолет. И он мне говорит, что пока я не верну, он сдаст билеты на самолет, пока, в общем, я не верну его эту обувь. Ищи где хочешь. Я понял. А какой ваш вопрос будет? Я извиняюсь за все. В общем, я переживаю за то, что, во-первых, я могу его вернуть в скором времени, но у нас еще 2 детей. Вообще, как сделать, потом себя не винить в том, что, в общем... То есть я думаю, что в итоге он и разведется со мной, потому что он всегда говорит, давай разводиться, и никакого будущего у нас нет, мы не строим будущее вообще никакое. То есть любой вопрос его, он меня игнорирует насчет будущего, насчет покупки жилья, мы в однушке живем. То есть я уже поняла, что все, это конкретный абьюз по всем позициям. И получается, что сейчас я понимаю, что надо разводиться, быстрее от него уходить. И получается, я боюсь потом этой вины, что все-таки я развелась, как это детям объяснить, как вопрос в том, что как вообще не винить потом себя, что я отняла, грубо говоря, отца, семью разрушила. Давайте начнем, хотя не я этого. Я сохраняю, но в итоге как с детьми, как признаться себе, что я не смогла создать семью. Смотрите, давайте начнем с больного вопроса, хотя, честно говоря, дети здесь не при делах. Вы сами себя детьми уговариваете. Дело в том, у детей свои отношения с отцом, правильно? Да. Но какая разница, в браке отец с их матерью или нет? Какая тут логика? Объясните мне. Еще я зависима финансово, правильно, от него? То есть так как мы можем и путешествовать с мужем, а так получается, что у нас
комси-комсам. Даже вот, ну, вот в этом выгода, конечно, была. Я понимаю, что я выгоду выискиваю в деньгах, как бы, да, что хотя бы мы вместе отдыхать ездили. Сейчас получится, что не на море никуда, потому что я, ну, по нулям полный. Мне надо как-то восстанавливать. А у вас дети маленькие? Нет, детям уже 12 и 10. Большие. А вы не У работаете? меня в Олимпийском резерве, там, как бы я задействована. Синхронное плавание, дочь, то есть я... Вы плаваете рядом по соседней дорожке? Вы по соседней дорожке плывете? Нет, я ее встречаю мокрую, уставшую по 5-6 часов каждый день, она задействована. И поэтому все равно ее не бросишь. Понятно. То есть вы не работаете, я правильно понимаю? Ну, я на самоподработке. То есть, например, сейчас у меня не сезон, я на кладбище работаю, фотографирую, но сейчас зимой типа не сезон. Я сейчас вот больше свободна и рада, потому что я хотя бы... Сейчас люди не умирают, что ли? Почему не сезон? Ну, надо кладбище фотографировать именно. Могилы, которые с ним не пойдут. Понятно. Смотрите, давайте разберемся с вашей проблемой по порядку. Я сейчас... Очень интересный, во-первых, звонок. Вам огромное спасибо. Друзья мои, многие люди живут с такой же мыслью, вот как наша слушательница сейчас. И объясняют себе то детьми, то еще чем-то. Наша слушательница нашла в себе силы и хотя бы сказала честно про материальную зависимость. Да это еще цветочки. У так называемой жертвы, а наша слушательница считает себя жертвой, как обычно, бывает вторичная выгода. Вот ее вторичная выгода, это, в частности, что она может не работать уже 12 лет. Никакой олимпийский резерв вообще никому, честно говоря, не нужен, потому что ваши дети живут, ну, в очень тяжелой обстановке, где родители там их выгоняют, они собираются, потом они разъезжаются, их отец собирает вещи и уходит, потом он бухает, потом он не бухает, потом он нет дома, потом дома скандалы. Это что, все ради олимпийского золота, что ли, не пойму? Что за бред вообще? Это первое. Второе, ваша проблема гораздо глубиннее, чем деньги. Или олимпийская какая-то сборная, или не знаю, где ваш ребенок, там резерв олимпийский учится. У вас психология жертвы касается того, что вам все это нравится. Просто когда это уже гайка закручивается настолько, что резьбу срывает, тогда вы говорите, нет, все, так больше не могу. Но чтобы жить с человеком 12 лет, с алкоголиком, родить с ним 2 детей, а при этом не пытаться вообще даже никак начать свою жизнь, судя по тому, что вы не работаете, но это значит, вы еще его и любите. Вы его возвращаете, вы его извиняетесь и так далее. Ну, как любите? В здоровом смысле нет, конечно. В здоровом смысле вы просто, ну, как бы такой же созависимый, как алкоголик, только хуже. Потому что у вашего мужа есть только одна проблема, он пьет. У вас проблем гораздо больше. Вы испытываете, скажем так, чувство к человеку, который с вами так обходится, который больной, потому что алкоголизм – это болезнь. И, к сожалению, это еще большая проблема. Потому что даже если вы найдете себе работу, если вы начнете жить своей жизнью, то вас, к сожалению, может тянуть к вашему бывшему мужу. Вот эта проблема надо решить, она гораздо тяжелее, она связана с вашим либидо, и она требует хождения к психологу. Кроме этого, вам нужна поддержка. Ну, зачем еще нужен психолог? Потому что если вы 12 лет не решились, то я не знаю, что должно произойти, чтобы вы наконец ушли. Ну, вот как-то так. Зачту сообщение от нашего слушателя. Михаил, добрый вечер. Ситуация у меня такая. В свои 23 года я успел построить дом и купить машину. Прям все по законам капиталистического мира. На своей работе мало кто вообще может похвастаться таким. У всех кредиты и ипотеки. А я копил 3 года, получил, в общем, все хорошо. Но поразительным образом никто не поменял ко мне отношения. То есть вообще всем было пофиг, и никто не поменял отношения обо мне. И это сильно бьет по моей самооценке. Возникает злость к
к людям. Знаю, что проблема во мне, самооценке, не самопризнании, но я прошу вас, дайте совет, как избавиться о мыслях о чужом мнении и жить, не обращая на внимание других. То есть человек пишет, что он успешный, но другие так не думают, да? Да, совершенно не поменяли мнение о нем, в частности, коллеги на работе, у которых-то кредиты и ипотека. А наш слушатель все это сделал сам за 3 года. Так выглядит зависть. Рассчитывая, что окружающие изменят к нему мнение и начнут, скажем, уважать, допустим. Вот я вам хочу сказать, кто это писал. Без подписи, к сожалению. Дорогой слушатель без подписи. До тех пор, пока вы сравниваете себя с коллегами, раз. До тех пор, пока вы ориентируетесь на их мнение, 2. Вы даже если купите Rolls-Royce и построите много домов, это вам не поможет, потому что в глубине души вы, ваша собственная низкая самооценка находится в том месте, что вы специально это делаете, чтобы другие к вам лучше относились. То есть вы, получается, не для себя все это делаете, а чтобы кому-то доказать. Так вот, если вы кому-то доказываете, то эти кто-то, находится выше вас, потому что это вы для них стараетесь, а им вообще по барабану. Они же не говорят: ой, мы взяли ипотеку, нам так стыдно перед этим парнем, ему 23 года, он уже Маша, а мы как дебилы, вот с ипотекой до 30 лет, как... Они так не говорят, а вы так говорите. Поэтому надо первый смотреть свою тарелку и сравнивать себя с собой, а не с коллегами. И тогда вас будут уважать хотя бы за независимость и самодостаточность, что вам пока не хватает. Добрый вечер, алло. Здрасте. Добрый вечер, здравствуйте. У меня такой вопрос, Михаил. В одной из ваших передач вы привели пример, когда человек не может выбрать между одним и другим. Вы привели пример, как рассуждает ваша дочь. Я попыталась записать и куда-то эту записку делала. То ли это была шутка, то ли это всерьез это работает. Правда. Я Мне знаю, бы хотелось, чтобы вы это повторили. Да, это очень ценная история, я ее с удовольствием повторю. Когда вы не знаете, что вы хотите, вы можете подбросить монетку. Когда вы будете бросать монетку, и пока эта монетка будет лететь, у вас в голове будет очень конкретное желание, как она должна приземлиться, орлом или решкой. И тогда вы поймете, что вы хотели на самом деле. У меня все. Спасибо. Тогда следующая телефонная линия. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Да, Добрый вечер. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Михаил, меня Павел зовут. Очень рад, что вам дозвонился. Вот вопрос про первые ваши 2 правила. Делай, что хочешь, и не делай, чего не хочется. Есть работа, получил образование, 2 образования по этой работе, сделал там, неплохую карьеру, какие-то деньги зарабатываю, более-менее нормальные. Желания на нее ходить особо нету, мягко говоря, перспектив тоже не вижу. Вот если какой-то способ, не используя первые 2 правила, как-то все-таки наладить отношения с этим и доработать хотя бы до пенсии, потому что... А смысл какой? Как сделать так, чтобы она нравилась и ходить туда более-менее нормально? Не уверен, что как-то так можно сделать. То есть вы видите только один способ. Вам не нравится? Вот у вас есть какие-то идеи, Михаил, чтобы я полюбил то, что я не люблю? Я правильно вас понял? Примерно. А вы не подумали о том, что можете чем-то другим заняться? Почему нет? Возраст уже за 40, карьера, деньги. Начинать с нуля прям проблема это все будет делать. Вот давайте, смотрите, разбираться в вашей ситуации. Вот даже за ту минуту, за которой формулируете свою ситуацию, многие вещи становятся понятными. Вы считаете, что вам уже много лет. Вы считаете, что это геморройно, много, долго. Вы не уверены еще и в успехе. Я до вас добавлю, ладно? А вдруг я чем-то займусь, а денег мне не принесет и так далее. То есть низкая самооценка, неверие в себя и чувство страха заставляет вас дальше на этой работе находиться. При этом вы говорите, а можно найти какой-то способ, чтобы она нравилась. Но что-либо по принуждению нравиться не может. Потому что это вам нравится не потому, что вам действительно это может понравиться, а потому что вы не можете психологически подумать о том, чтобы сменить эту работу.
То есть у вас немножко вынужденная ситуация. Такая любовь с принуждением, я бы сказал. У меня нет никаких идей, потому что это не добровольный выбор. Да и добровольно-то тяжело было бы придумать. Но когда человек этого не делает, потому что боится последствий, только что тут полюбить-то? Тут любить-то нечего. Ну, понятно. Так что подумайте о том, чтобы все-таки подумать, что вы хотите. Может быть, не эту работу, а какую-то другую. Хорошо, спасибо. Успехов вам. Вопрос немножко смежный. Денис, 39 лет. Около года испытываю ощущение, что я потерял себя. У меня ничего не вызывает интереса, и я анализирую прошедшие годы и понимаю, что, в общем-то, не добился того, чего хотел. Возможно, это кризис среднего возраста. Расскажите, пожалуйста, как себя вести в это время и от чего зависит продолжительность кризиса среднего возраста, если это он, пишет Денис. Ну, я начну с конца. Он зависит от запущенности. А для того, чтобы его не было, нужно никуда не стремиться, цели, задачи не ставить, тогда не будет разочарований. Вот я тут давал очередное интервью и сказал, что в жизни смысла нету, ну, кроме того, что вы можете хотеть быть в жизни счастливым человеком. Но миссии какой-то логики нету. Я даже сказал, если вы считаете, что у вас, как в человеке, есть смысл, вы муравья спросите, он вам расскажет, какой у вас смысл. Никакого. В нем, наверное, даже больше смысла. Но люди так устроены, что им кажется, что у них миссия, они сюда не просто так пришли, они кино любят про это снять. Вот если вы будете жить, просто радуясь сегодняшнему дню, у вас не будет кризиса, потому что вы ничего не добивались и ни от чего не разочаруетесь. Это сложно понять, потому что многие люди так воспитаны, что в жизни надо всего добиваться. А я считаю, что в жизни должно все естественно быть. Если это твоя работа, у тебя все будет хорошо. А добиваться — это что-то, мне кажется, не твое. Я зачитаю сообщение слушателю, который звонил, что после 40 сложно что-то изменить. Слушатель другой наш пишет, к сожалению... Сергей пишет, мне 46 лет, и я бросил стабильную работу, ушел в бизнес, потом разорился. Но, как ни странно, себя чувствую свободно, обрел новую компанию, новую жизнь, и хорошо. Помните, как у Высоцкого? Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе. Да. Здрасте. Алло, здравствуйте. Говорите, кстати, как приятно, у нас мужчин все больше и больше. Вы обратили внимание? А, конечно, я женский певец. У нас 2/3 мужчин. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мария. Меня зовут Аркадий. Мне почти что 32 года. У меня к вам вопрос про отношения с родителями. Да, пожалуйста. Не так давно поругался с своим отцом. Там даже я хотел на руки. А причина какая ваша ругань была? Из-за чего вы поругались с отцом? Из-за ерунды. Но у меня непростой период, и я на эмоциях много лишнего. Ну, не то, что лишнего, а слишком эмоционально высказался. А вы с родителями живете? Аркадий. Не пропадайте, Аркадий. Нет, я здесь, меня слышите? Да, вы с родителями живете? Нет, я не живу с родителями. Но, тем не менее, вы как-то поссорились. Да. Окей, рассказывайте дальше. Значит, поссорились на эмоциях. Отец пару раз приложился ко мне, так не сильно, скорее всего, даже с целью, наверное, меня привести в чувство, потому что я был очень сильно на эмоциях. И у меня был очень сильный срыв в тот день. Я ушел, со всеми разругался, я с отцом, с матерью. И если мама как-то научилась, вообще не вернулась к норму, а с отцом я еще не вернулся. Больше 2 дней. Я не знаю, как это сделать. То есть, с одной стороны, у меня нет к нему каких-либо сильных претензий и обид, но я понимаю, с учетом того, что вы говорите, то, что вы пишете, понимаю все это. Ну, как бы тяжеловато. Вы что, не хотите с ним общаться? Я не знаю, если честно, хочу или не хочу, но я точно не хочу с ней общаться. Интересная формулировка, да. Извиняюсь. Ничего. А что у вас за ситуация была? Так трудно говорить, потому что я не очень понимаю, о чем речь идет.
Единственное, что, Аркадий, прошу прощения, если можно, можете вот чуть поближе к трубке, чтобы не гулял звук. Давайте я сейчас поближе. Аркадий? Вас не слышно. Алло. Да, Сейчас слышно? сейчас слышно. Вот, значит, ситуация у меня была такая, то, что у меня еще не проработана мной обида к родителям, из-за которой я обижаюсь на то, что отец все время со мной разговаривает только по каким-то делам. То есть не интересуется мною как личностью, Так. как сыном и так далее. Все время меня зовет к себе, к ним домой, чтобы я приходил, что-то им помогал, они живут в частном доме. Так. Вот, это мне не нравится, мне всегда это, как сказать, не могу подобрать, не нравилось. Окей. Вот, и, значит, в тот день у меня было нестабильное эмоциональное состояние, которое вывалилось в конфликт, который по сети, в общем, ситуация пустяковая, если честно. Причина Аркадий, давайте разберем причину вашей ситуации. Ваш отец зовет вас домой. Вы, как любящий сын, приезжаете, а тут оказывается, что они не столько по вам скучают, сколько просят скопать огород. Вот так это выглядит? Нет, не так. Он меня позвал, но я был некоторое время занят. Я пришел спустя несколько дней, как он меня позвал. Так. Он был этим недоволен. И стал относиться и разговаривать со мной, как будто я, как он выражается, живу в отдельном государстве. Вот, хотя периодически, каждую неделю, раз в неделю я к ним прихожу и в свободное время свое помогаю. Так, то есть обиделся еще и отец у вас, кроме того, что вы у вас, видимо, генетически обидчивый, да? Да, это у меня... Папа тоже обидчивый. Родители мои обидчивые, я вот таким сейчас пытаюсь это исправить. Но так как звонит не ваш отец, а вы, давайте все-таки с вами разбираться. Да, давай. Вот есть правила, вот сегодня их упоминали. Если вы не делаете то, что не хотите, то родители, у вас есть два сценария. Или подстроиться под сына, то есть они будут уважать сына и общаться так, как сыну удобно. Или у вас с ними вообще не будет контакта. Но подстраиваться под родителей взрослому 30-летнему человеку не очень понятно зачем. Например, вам не нравится, что ваш отец не интересуется вами как сыном. Вы ему об этом прямо говорили? Прямо нет такой скажите. Но, Михаил, можно я перебью немного, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время, ни время эфира? Перебейте немного. Мой вопрос не в том, что делать с отцом, а как с ним заговорить. Все, что вы говорите, я это понимаю. Я просто не знаю, как с ним заговорить. Для меня это непривычно. Заговорить? Да, то есть я вот чувствую то, что если я сейчас ему напишу, позвоню, я вот поддамся на его вот эти вот манипуляции, провокации, что вот... Зря вы не захотели послушать, об этом, собственно, и шла речь. Ну, тогда решайте проблемы, как вы считаете нужным. Я, собственно, это и пытался вам объяснить. Чтобы вы ни под кого не подстраивались, вели себя как хотите. Но пока вы подстраиваетесь, вы с отцом играете в одну и ту же игру. Оба как бы манипулируете. Но успехов. Ольга, 33 года. Я не знаю, Михаил, хочу ли я детей, и у меня появились страхи по поводу будущего. Дело в том, что я боюсь пожалеть о том, что сейчас не приняла решение в пользу ребенка. У моего мужа уже есть дети, и он больше детей не хочет, а с мужем я в браке 11 лет. Если делать выбор в пользу ребенка, то нужно разрывать брак. А я и брак боюсь разрывать, и боюсь в будущем пожалеть о том, что не приняла это решение сейчас. Ну, еще меня добивают тикающие часики. Как вообще определиться? Вот я перед программой рассказывал Мари про последний писк в психологической моде, про когнитивные искажения. Которые получили Нобелевскую премию. Вот смотрите, какая история. Вот вы сами себя слышите, у вас кроме страха в жизни вообще ничего нету. Вы даже не можете сказать, хотите вы детей, не хотите вы детей. Вообще не об этом речь. Речь о том, что вы вышли замуж за человека, который не хочет детей. Тут же возникает вопрос у психолога. Но когда вы выходили замуж, а у вас детей нет, вы же должны были с ним это обсуждать. Например, он сказал бы,
А может, оно так и было. Что, простите, что, типа, я детей не хочу. Вы могли выйти замуж, а могли не выйти замуж, если вы хотите детей. Это первое. О чем вы думали, выходя замуж, зная, что ваш муж не собирается заводить больше детей, я не понимаю. Поехали дальше. Сейчас, предположим, независимо от ошибок прошлого, многие женщины в этот момент говорят: Михаил, мне было 18 лет, я плохо соображал и так далее. Окей. Сейчас вы... А сейчас я хочу детей. А муж говорит: ну тогда выбирай, или я, или дети. Вы одновременно боитесь потерять мужа, одновременно боитесь, что когда вы не сможете рожать детей, вы будете об этом жалеть, а мужа при этом можете тоже потерять. Это будет вам вдвойне обидно. Если муж еще разведется, детей все равно нету. Что вы должны сделать? Вы должны избавиться от страхов по любому поводу. И от страхов остаться без детей, и от страхов остаться без мужа. И когда вы будете на чистую, свежую голову, без страхов принимать решения, тогда вы поймете, что вы на самом деле хотите. А сейчас у вас такая психология избегания. И так боюсь, и так боюсь. Но так мы проблему вообще не решим. Алло, здравствуйте. Здрасте. А у меня вопрос, можно, да, задавать? Конечно. Я познакомилась с парнем, все как по вашей книге. Сначала любовь, симпатия, любовь. И вот сейчас мы готовимся как бы к совместному сожительству, к совместной жизни. Он собирается сделать предложение, но у меня возникают такие вопросы, что а как мы будем жить? Он мало зарабатывает, но да, у нас есть любовь. А как же вот ребенок? А где он будет жить? Там, например, однокомнатная квартира будет мало. Вопрос в том, почему эти мысли возникают, и периодически мне хочется то прекратить, закончить отношения, так как я не понимаю, что в будущем, не вижу картинки, а потом я успокаиваюсь и понимаю, что да, я люблю человека, действительно, я разобралась с прошлыми своими там, какими-то комплексами, вот, и как это называется, что с этим делать? А сколько вам лет? 30. То есть вы уже созрели для семейной жизни и для детей, я правильно понимаю? Да. Но я ваш хотела... юноша не созрел. Созрел, у нас сразу все пошло по нарастающей, он собирается делать предложение, и после Нового года мы собираемся жить вместе, но у него нет своего жилья, у меня есть, и как бы... Смотрите, а он работает? Да, он работает, но мы живем, получается, я в городе, он в Ленобласти, и он будет, как он говорит, переезжать, если нужно снять квартиру, но также он и говорил, что если можно, мы можем пожить у тебя, пока я найду работу. А сколько ему лет? Ему 32. И он не работает? Он работает, но он работает в своей области, а у него нет работы в городе. Так как в области он зарабатывает деньги? Чем он занимается? Он спортсмен. Какой вид спорта? Он учитель в школе, и параллельно у него хобби, он занимается масс-рестлингом. Каким рестлингом? Масс. Я только арм знаю. А что такое масс-рестлинг? Это когда посередине палка, а с двух сторон ногами нужно вырывать палку противника. Вот. Понятно. А масс что означает? Арм — это рука. А что означает масс? Масс? То есть масса тела. Понятно. Смотрите, а в школе он зарабатывает мало. Да, все верно. Смотрите, какое дело. Вы можете, если вы не хотите и вас что-то тревожит, не ставить телегу впереди лошади, а сказать: давай, сначала у нас начинается новая жизнь, ты работаешь, ты начинаешь зарабатывать, ты находишь работу в городе, а потом мы обсудим с тобой свадьбу. Это первое. Второе. Если вас напрягает, что вы живете в вашей квартире, то вы можете эту квартиру сдать, а сами снимать другую квартиру, и вы посмотрите, как ваш жених вкладывает деньги в ваше совместное жилье. И так далее. Понимаете?
Да, я понимаю, но здесь вопрос стоит, например, там, у нас же любовь, то есть, как бы, получается, что это там жадность с моей стороны, ну, к примеру, да, там, например, не пустить человека, так как я вижу, что он старается, что он действительно все делает, и я давно уже вышла из Если вас отношений. беспокоит, если не беспокоит, то совет да любовь. Но вас же это беспокоит, он же вам сам говорит, ну, хочешь, мы будем снимать квартиру, это же его слова. Да, но вопрос был изначально про мысли мои, получается, что я сразу представляю, что если он будет снимать квартиру, значит, меньше будет денег на, там, на походы куда-то, вот. Вот, да, вот вам надо, да. Ну, понятно. Нет, ну, с одной стороны, конечно, тревожность, но с другой стороны, когда девушка выходит замуж, она не предполагает, что ее муж меньше нее зарабатывает. А он меньше вас зарабатывает? Да. Но это не каждый с этим справится. Поэтому, если вас это беспокоит... Он говорит, что все будет нормально, и что его тоже не устраивает это все, просто меня не было. Или вы ему доверяете, и для себя какой-то срок устанавливаете, да? Ну, когда будет нормально? Наверное, в ближайшее время должно быть... А в ближайшее время вы меряете какими отрезками? Что такое ближайшее время в вашем понимании? Ну, во-первых, я ему сказала, что более полугода я встречаться не буду, озвучила свою позицию, он сказал, что да, все хорошо, то есть в следующем году у нас, он делает предложение. То есть в течение следующих полугода... Сделайте так, живите вместе, стоп, живите вместе, а свадьба и дети тогда, когда парень на ноги встанет, почему нет? Ну, в принципе, да, просто я пока разбиралась со своими комплексами, меняла работу и все прочее, вот полностью, когда прочитала вас и поняла, с какой я жила, вот, и сейчас я думаю, что если, не он, так как все, в принципе, в порядке, а деньги, дело вроде бы наживное, то жить можно. А вот более серьезные, ответственные вещи, деторождение, бракосочетание тогда, когда вы увидите, что реально парень прямо, как мужчина, и зарабатывает больше вас, и ответственный, и тогда, пожалуйста, вот так можно. Ладно. Это не педагогично, но когда я женился, я зарабатывал 69 рублей, Мария, а жена моя 110. И это ее не смутило. А я не комплексовал. Вы сейчас хвастаете или жалуетесь? Все жаловаться. На то, что 69 зарабатывали. Да, нет, просто я меньше жены зарабатывал. Очень долго, не 1 год. Как хорошо, что есть люди, которые нам доверяют. Да, но и в СССР вообще другие отношения были, и деньги другие были. Что, почитаем или послушаем? Давайте сначала послушаем, а потом почитаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, я из Санкт-Петербурга, мне 54 года. Так. Когда я развелась с мужем, младшему сыну было всего 4 года. Угу. И муж бывший говорил сыну, что и мне тоже, что я не должна встречаться с другими мужчинами, хотя так оказалось, что он это время, у него была любовница. Я это чувствовала. Мое терпение закончилось, я развелась. И вот когда я познакомилась с мужчиной, сыну на тот момент было лет 12, сын в это все принял штыки. Плюс еще бывший муж позволял себе, когда мы вместе собирались, называть меня глупой, всяко оскорблять при сыне и говорить неприятные вещи. И сын стал очень плохо ко мне относиться, хотя я очень-очень его люблю. Сначала он учился в 239-м лицее, президентском, физико-математическом здесь в Питере. И я его отправила туда, потому что я не выдержала уже его такого, там было просто хамское отношение ко мне. А сколько ребенку лет? Сейчас ему уже вообще 20 лет. Так. Сейчас ему 20 лет. Он учится в Москве. И вот с этого момента, когда я его отправила жить при лицее, и сейчас он поступил в Москву, он со мной не общается. Он не хочет меня не видеть, не слышать, ничего. Я
не знаю, как вообще, можно ли это каким-то образом изменить его это отношение ко мне. Я ему на праздники, на день рождения ему присылаю смс-ки. Ну, не ожидая ничего в ответ, да? Но он меня считает глупой и плохой матерью. И как я могу на это повлиять? Могу ли и стоит ли? Или ждать, когда у него что-то там коснется? Конечно, я это переживаю очень сильно. Ну, не знаю, как себя вести. У него есть претензии к вам, какая-то обида. А вы знаете, когда я его спрашивала, я говорю: сынуль, а что не так? Я как мама по отношению к тебе что не так делаю? Ты веришь в эзотерику. Ну, да, я этим... То есть не то, что вы его... Не то, что вы... Не то, что вы его обидели, а то, что вы такая именно. Ну, я бы не ждал бы с ним общения. Да, я думаю, что это может быть какое-то отговорка, а на самом деле у него обида, что я вот с мужчиной встречалась, а бывший муж ему все время говорил, что мама не должна встречаться с другими мужчинами. Но мама вообще никому еще не должна, да. Послушайте меня. Значит, понимаете, какая ситуация? Я на вашем месте не стал бы эту историю форсировать, потому что она для вас унизительна. Как бы вы ни любили своего сына, и какой бы вы ни были матерью, пытаться привлечь внимание человека, который вас держит за дуру, это странная идея, правда? Тем более, если есть ваш сын. Поэтому я бы на вашем месте расслабился и подключился бы на себя. А когда ваш сын повзрослеет и поумнеет, извиниться перед матерью, вот после этого можно уже пообщаться. Но это мое мнение. Ну, я приблизительно так и думаю, и хотела еще поблагодарить вас, Михаил, Мари. И я вас очень люблю и очень уважаю. Спасибо. И то, что вы делаете, это настолько ценно для всех. Спасибо вам большое. Да. Тут Аркадий нам пишет. Спасибо, что выслушали. Пожалуйста. Спасибо вам. Arкадий пишет, который звонил, говорит: посмотрите, что мне сказали, я не услышал. Аркадий, это который с папой, с отцом, да. Значит, я Аркадию пытался сказать, что он должен вести себя, как он хочет себя вести. Что ему надо думать не о том, как папе подойти, с какой стороны ему смс-очку написать, унизиться или не унизиться, слова найти. Вот то же самое сейчас, как вот женщина звонит. А если Аркадию не нравится, как отец с ним общается, пусть он ведет себя, как ему нравится, а не пытается угодить родителям. У меня все. Очень короткий вопрос от Елены. Михаил, научите, пожалуйста, реагировать на неприятные ситуации непривычными детскими реакциями, а делать это осознанно. Потому что сейчас я замечаю, что когда идет агрессия со стороны других людей в мою сторону, я рефлексирую и начинаю защищаться, как в детстве. То есть тоже хочу сказать что-то обидное или вообще обидеться собой. И это все сопровождается учащением пульса, перехватыванием дыхания. А я так больше не хочу. Но чем взрослый отличается? Взрослый относится ответственно, взрослый относится рационально, взрослый контролирует ситуацию, и взрослый дает тот ответ, который взрослый. Поэтому, если вы хотите этому научиться, вам надо, во-первых, вывести вашу реакцию из эмоциональной сферы в рациональную. То есть, когда что-то происходит, вы должны хотя бы проанализировать, что происходит. Головой, не эмоциями. И когда вы начнете головой думать, эмоции и так отойдут. Вы не будете в плену эмоций. Я хочу вот что сказать. Я сказал про Тверский и Канеман, Даниэль Канеман. Это они написали книгу про когнитивные искажения и получили Нобелевскую премию. Книга называется «Думай медленно, решай быстро». Так книга называется. То ли за эту книгу, то ли за общее творчество. Они вообще не по психологии, я не помню, чем это, то ли экономикой они занимались, но они открыли вот эти вот когнитивные искажения, их очень много в жизни. Ну, например, если я пострадал, то дальше будет хорошо, если я во что-то вложил, то это что-то получится и так дальше. Это полная хрень, так оно вообще не работает. Вот. Но это выдающиеся ученые, и они очень интересно написали книгу.